Вот тебе чертежик. Тряхни стариной. 5 школота рисовала на клетчатой бумаге. Был. Ни допусков, ничего. Я-то и тут проебу что-нибудь. В целые миллиметры-то не уложишься, да? Ой, покажи. Видимо, со сваркой. Вот к стеклу сварка липнет, а вот пластиковую надень, она не липнет. Как ее, на пиле, что ли, отпиливали? На пиле так не отпилишь криво-то. Так ты сейчас ее, ну, ты ее сейчас торцанешь, она у тебя вообще это плоская станет. Не наматывала тебя еще? Привет, ребята, это Сид. В прошлом видео мы начали заниматься повышением жесткости станка. Сегодня расточим кулачки сначала твердосплавным резцом, а потом эльбором. И сравним результаты. Кулачки сверлятся твердосплавным сверлом, и в них забиваются штифты. Я сверлю отверстие под небольшим углом, поэтому подкладываю подкладку. Кулачки маленьких патронов имеют сквозную закалку, а крупные только поверхностную. Внутри они практически сырые и сверлятся на ура. Можно взять закаленные штифты, какие-нибудь обрезки сверл, но тогда придется подгонять сверло под их диаметр. Обычно кулачки растачиваются под конкретную работу или под проходное отверстие в патроне. В данном случае я растачиваю где-то на диаметр 35 мм. Перед расточкой внутренности патрона лучше промыть, но это имеет значение лишь для новых и прецизионных высокоточных патронов. Сдувать пыль с патронов нормальной точности, старых бэушных советских, не имеет никакого смысла, и дальше я объясню почему. Проверяем установочные поверхности патрона на отсутствие забоин и косяков. Проверяем небольшой гранитной плитой на краску. Можно было бы еще пошлифовать, но ограничимся пока таким прилеганием. Кольцо лучше взять как можно более жесткое. Это кольцо от роликового конического подшипника. Я бы сказал, оно недостаточно жесткое, но другого просто не нашлось. Красим обрабатываемые поверхности. Проверяем, чтобы все рабочие поверхности кулачков были обработаны. И неожиданно получаем Epic Fail. Контрольная оправка болтается так же, как будто я их не растачивал. То ли я слабо зажимал фиксирующее кольцо, то ли устанавливал слишком маленькую глубину резания, всего лишь одно деление, это 2,5 сотки. Резец на каждом кулачке отжимает, он как бы скользит, и стружка образования не идет. Повторное растачивание улучшило зажим, но биение осталось. Куда даже показывать стыдно. Короче, купил вот такой резец с эльборовой вставкой. Державка 25×20. Качество так себе. Вставка болтается. Как не знаю, что как-то ободрано на наждаке. Качество ни о чем. Тут сколото. Ну, в общем, так на выброс. Ну, скоблет. Твердый сплав берез, значит эльбор. Так, ну, к счастью, у меня есть вставка получше. 8 миллиметров. Все как бы подходит плотненько. Сейчас посмотрим, что с винтами. Так, ну тут резьба сорвана. То есть тут не дорезано. Надо дорезать. Какие-то конусные винтики. Ну, сточим, чтобы плоская была. Буквально пара витков не дорезано. Этот сюда. Этот сюда. И попробуем расточить патрон теперь вот этим резцом. Этот резец довольно распространенный, имеет длину 170 мм. И он как бы мелковат для этого станка. Вылета едва хватает для расточки, и он имеет довольно низкую жесткость. Но посмотрим, что получится. Резец при обработке повизгивает, посвистывает, то есть не хватает ему жесткости. Конечно, надо бы проверять оправкой диаметром, на который растачивали кулачки.
Но у меня, к сожалению, такой нету. Но вот по скрипу уже слышно, что захват кулачками хороший. Но биение в десятку так и осталось. О чем это говорит? У меня как бы есть несколько версий. Надо брать более жесткое фиксирующее кольцо, более жесткий резец и устранять все болтанки в салазках. А вот вторая версия, что патроны нормальной точности практически невозможно расточить хорошо. Вот на фотографиях лет 5 назад я растачивал кулачки на старых советских патронах диаметром 125 мм. Пробовал и с внутренним фиксирующим кольцом, и с внешним, то есть с установкой штифтов. И вот только проточил, обкатываешь кулачки индикатором, все в нолях. Убираешь кольцо, ставишь оправку, бьет. То есть что я хочу сказать, что патрон зажимает каждый раз по-разному, у него нет повторяемости. Ну и вот фотография гребенок, как бы трудно ожидать чего-то хорошего от такого качества изготовления. И давайте заглянем в паспорт вот на 125-й патрон. У него даже у нового допуск в 80 микрон, то есть 8 соток. А у 250-го патрона вообще десятка. А у 125-го повышенной точности 50 микрон. Теперь давайте сравним с польским бизоном, вокруг которых уже образовался некий культ. У них там, видимо, свои ГОСТы и допуски в 2 раза жестче. Это 125-й патрон, но повышенной точности. Смотрим допуски на биение. 25 микрон. То есть в 4 раза меньше, чем у патронов нормальной точности. Ну и вывод из всего этого. Расточка кулачков обычного патрона не сделает из него прецизионный. Для точных работ, если есть деньги, покупаем бизон, либо точим калиброванные прутки в цанговом патроне, либо выставляемся по индикатору в 4-кулачковом. А на этом пока все. Всем добра, удачи!